Добрый вечер, дорогие друзья. Мне надо, чтобы вы в комментариях написали, слышно меня или нет. Потому что тут, оказывается, трансляция опаздывает на 30 секунд. Поэтому я даже не знаю, слышите вы меня, не слышите. Ну, вот сейчас я закрепляю чат. Учусь, так сказать. Буду понимать, как вам меня слышно. Так, вот теперь я буду даже вас читать. Но если хорошо слышно, тогда начинаем, дорогие друзья. Не обижайтесь, если первый блин будет комом, потому что, сами понимаете, пройти путь за 2 месяца от любителя сказать правду властям Украины до того, что много посвятить времени и переживания за друзей с Республики Беларусь и полностью окунуться в вашу повестку дня, потому что мы это проходили, скажем, совсем недавно и до сих пор еще тяжело переживаем, потому что восточный сосед, как и всю жизнь, постоянно хочет откусить кусочек земли, и при этом его люди не интересуют. Я бы хотел, чтобы вы мне задали темы для разговоров, но я пробежался по тем вопросам, которые мне в последних 10 видео писали, и как бы постараюсь пойти по 3 направлениям. Я вам расскажу, что происходит у нас в Украине. Мы поговорим про Беларусь. Ну и, соответственно, затронем Россию, которая со своим диктатором Путиным прославилась на весь мир вместе с синими трусами. Итак, что я вижу по Украине? Хоть я и выпал из повестки, но я-то все равно, это моя родина, моя любимая страна. Наблюдаю, что происходит. У нас прошли выборы 2 месяца назад. И по ним видно, что люди очень сильно устали от всей старой элиты. И то, что пришел к власти Зеленский, это ж была, как я говорил, электоральная революция. Люди голосовали против всех, кто был у власти 30 лет. Самый большой парадокс на этих выборах, которые прошли 2 месяца назад, были у нас такие красивые в новостях картинки, где папа партия Батькивщина, мама, условно говоря, ОПЗЖ, сын там слуга народа. То есть люди идут во власть грабить. И пока есть такой определенный хаос и встают на местах свои местечковые какие-то элиты, мы же никого до сих пор не посадили. И ни один коррупционер не сидит. Мы не говорим о том, что уже кого-то догонять из старой власти. Уже достаточно прецедентов, чтобы садить тех, кто уже сейчас грабит. Ведь ничего не поменялось, развернулись потоки. Ведь к Петру Алексеевичу какая основная претензия? То, что он себя вел, скажем, на внешней арене. Ну, я хоть его там жестко и критиковал, все равно это был направление Евросоюза. Он, как бывший министр иностранных дел, скажем, международную политику проводил. Я бы тут, скажем, на него сильно не ругался. Но я почему сильно против него? Потому что, придя к власти, когда страна в таком тяжелом положении, идет война на Донбассе, Крым забрали, у нас начали, народ же требовал всех предыдущих воров посадить. У нас публично на всех воров заводили уголовные дела, выносили это в Верховную Раду. Депутаты, скрипя сердце, голосовали о снятии депутатской неприкосновенности. Целая процедура была. Но потом вдруг случайно эти все люди убегали в Россию. Не знаю, наверное, у нас шишек 10 так было, на которых завели уголовные дела.
писали во всех новостях. И в итоге все видели, что ничего абсолютно не происходит, они все убегают, а по-другому либо все аккуратненько затухает, это как раздули огонь, с него денег выдаили, и все, и отпустили. И точно так же никого не посадили. И второе, это что произошла полностью реанимация Медведчука, ему отдали телеканалы, он стал единственным человеком, кому разрешается прямой перелет в Россию. Если все самолеты 6 лет уже летают через Минск, то этот спокойно летает к своему куму Путину. И дали ему возможность набрать здесь обороты очень сильные. 50% контроля телевизора, вы представляете, что они там рассказывают людям 50+. Это я экспериментировал и вас добавил. Поэтому если у нас будут там нехорошие, скажем, люди, которые фанатеют от диктаторов, тогда вы имеете возможность исключить. Вопрос. Биография. Окей. Я родился в 1975 году. Отец у меня военный из Подмосковья, с Кольчугина. Приехал в Киев учиться в КВИРТу. Как, наверное, в Советском Союзе было принято, в 20 лет они с мамой поженились. И в 20 лет я появился на свет. Уже в 10 месяцев он, как человек, сын простого рабочего с металлургического завода, и так как он имеет красный диплом, его отправили по распределению не куда-то, а отправили нас в Савгавань. Мы попали тогда в Савгавань. Я грудничок, мне годик. Вот, нас поселили, я вот там рос просто до 3 лет, что помню, это тайга, 4 домика, какие-то насопки ракеты от Китая оберегают страну. Воду привозят раз в полгода, но зато в конце огорода у нас текла дикая речка, куда папа выходил, брал вилы, колол киту, добавлял. Звук плохо. Вот, ребята, я сейчас, если начну поправлять, я не знаю, как это сделать, честно. Я постараюсь говорить громче. Вот, и я много ел красной икры. Я ее потом до 20 лет не ел вообще. После этого мы переехали в Комсомольск, потом как-то попали на Камчатку, и уже в 1 класс я пошел в Хабаровск. Привет, Хабаровск. Это был мой любимый город, я там проучился до 6 класса. Потом папа поступил в Харьковское военное училище, уже 3-е, там у него было образование имени Говорова. Мы попали в Харьков. Там я увидел, что такое коммуналки, как жить в семьях военных, когда одна общая кухня на 8 квартир. Мы как с Хабаровска все забрали на больших ящиках таких. На них и спали. Там родной братик у нас родился в Хабаровск. Но теперь он уже там свои 2 годика перебрался на Украину. Ну и как папа закончил, через 3 года мы попали в Киев. Я уже в Киеве заканчивал школу. Ну, получается, это мне сколько условно, там 16 лет. Вот через 16 лет отец привел маму к бабушке и говорит, я обещал вернуть вашу дочь домой. Вот я вернул. Ну, правда, прошел путь 16 лет. Это из биографии. Да, Хабаровск – это очень классный город. Я его никогда не забуду. Школа номер 2, а сейчас там я даже по Google картам смотрел какой-то математический лицей. Ну, о Дальнем Востоке самые большие воспоминания – это рыбалка. Мы все выходные с 5 лет, тайга, палатки, рыба, рыбалка и тому подобное. Ну, это так, вкратце. Потом с 16 лет, и сейчас мне 45, хотя никто не скажет, что я так выгляжу, стараюсь. Мы прожили все время в Киеве. Вот.
О работе много не будем, предприниматель. Все у меня классно, я батьки могут мучиться. Это я нахожусь не дома, это в бане, чтобы не мешать детям. Поэтому про все рассказы там печеньки Сороса можете их оставлять себе. Абсолютно ни от кого не зависим, абсолютно ни в какую политику не лезем. Мы просто здесь на канале общаемся с людьми, с которыми нам приятно общаться, и мы одинаково смотрим просто на мир. Так, маленькая пауза, прочитаю, что вы говорите. У вас все равно на 30 секунд опаздывает. 11-12 сентября. Мне сегодня один парень с Беларуси сбросил свой пост на Фейсбуке. Он находится сейчас, скажем так, в бегах в Литве. И он сегодня написал: раз это общее белорусское собрание 11-12 числа, давайте все дружно туда придем. Это ж общее. Дождемся там диктатора и там его свергнем. Очень интересная идея. Пока это можно отнести в разряд шутки, но я думаю, сейчас над ней начнут работать все и думать, как это сделать. Потому что проходит оно в Минске, где больше всего самых грамотных, умных людей. Кстати, Беларусь поздравляю, по IQ вы обошли все постсоветские страны. Тут надо признать, браво. Поэтому как не убирать диктатора, как не в Минске. Ну, это мы, я думаю, сделаем, посвятим отдельные выпуски, отдельные серии. Я бы хотел в качестве эксперимента попробовать, как оно будет. Сегодня я прочитал, что, принимая бюджет в Республике Беларусь на следующий год, мне понравилась такая строчка, что будет доходы 42 миллиона там с чем-то белорусских рублей от конфискованного имущества. То есть в следующем году будет массово конфисковываться. И я пошел... еще добавлю маленькое. Вот то, что призывали все пользоваться программой, она называется, то, что мобильное приложение, где можно определить продукты и товары, которыми владеет власть, чтобы покупать у, скажем, честных предпринимателей, а не у власти. Я скачал эту программу и очень сильно удивился, когда там идет перечень по штрих-кодов тех, кого покупать не надо, и те места, куда заходить нельзя. Я увидел огромное количество продукции, которое подписано, там я не помню как, управление делами там, администрации президента. Я думаю, о, вот это красиво деньги моют. Все списывают, что это администрация президента. Но когда я дошел кафе «Шашлычок», я понял, что просто под этой администрацией президента, так называемое управление, это просто вот он бизнес Лукашенко, который совершенно его, куда они репрессивными методами все отжимают. Он полностью коммерческий. И получается, они в газетах пишут, вот мы что-то кого-то отобрали, он плохой предприниматель, его в тюрьму, а сами забрали его бизнес и просто забрали себе совершенно криминальными методами. И сейчас будет эксперимент, я вам хочу показать видео. Я прошу россиян, которые не знают белорусского языка, я недавно был в прямом эфире на белорусском радио. И меня спрашивают, вам как вопросы задавать? Я говорю, ну задавайте по-русски, я ж не знаю белорусского языка. И меня выводят за 10 минут, пока идет прямой эфир. Я слушаю новости на белорусском языке и понимаю, что я понимаю абсолютно 100%. Белорусский и украинский язык, они настолько похожи, что я даже выпущу отдельный ролик, потому что между белорусским и украинским языком вообще
все общее. Ну, я абсолютно. И когда я вышел в прямой эфир, я говорю, вы мне можете спокойно задавать на белорусском языке вопросы. Я абсолютно все понимаю, просто отвечать буду по-русски. И сейчас я попробую, как оно встанет, показать видео. Я сегодня совершенно случайно нашел про Лукашенко, что такое его управление делами президента. Вось невялікі пералік таго, што сёння ўваходзіць у кіраўніцтва спраў і з чаго атрымлівае прыбытак атачэння Лукашэнкі. 400 будынкаў. Кіраўніцтва спраў самы вялікі аператар нежылой нерухомасці ў Беларусі. Толькі ў Менску кіраўніцтву справаў належыць вось столькі нерухомасці. У тым ліку палац Рэспублікі, Белэкспа, канцэртная заля Мінск. 4 нацыянальныя паркі і бярэзінскі запаведнік, гатэлі Мінск, Планета, Юбілейная, Прэзідэнт-гатэль, 4 санаторыі ў Беларусі і 5 санаторыяў за мяжой. Беларусьторг – самы буйны імпартэр алкаголю і цыгарэт. Беларускія латарэі, рэстарацыі Лідо, 15 аграпрамысловых прадпрыемстваў, медычны цэнтр, прадпрыемства Белрыба, буйны вытворца рыбнай прадукцыі. За 26 гадоў кіраўнік Беларусі стаў хіба найбуйнейшым карыстальнікам нерухомасці. Вось толькі тыя рэзідэнцыі, якія належаць кіраўніцтву спраў прэзідэнта і доступ да якіх мае выключна Лукашенка і ягонае атачэнне. Таксама кіраўніцтву спраў Друзья, видите, пока эксперимент не очень с видео зашел, но если вам было слышно и видно, то откомментируйте, пожалуйста. Ага, меня за роликом не было слышно. Хорошо. Ну, на следующем видео я потренируюсь, чтобы меня было слышно. И, то есть, Лукашенко себе в планы ставит уже в следующем году на 42 миллиона только официально отжать бизнесов для администрации президента. С деньгами у них очень сложно, и я просто не завидую всему бизнесу, потому что в таких условиях работать это нереально. И сколько будут забирать, и что слышно, что сейчас с бизнесом, когда на них все службы наезжают и прессуют, даже если вы елочку поставили неправильно, тебя санстанция штрафует, это, конечно, кошмар. Сейчас я прочитаю пару ваших сообщений. Так, ну вы пока обсуждаете. Смотрите. Сейчас я хочу просто, вы меня простите, раз у нас тут на канале самые близкие, самые родные, то сейчас еще раз попробую, будет со звуком слышно или не будет. И если я вам буду говорить... Зачем озираться в прошлое? Надо идти дальше, строить что-то гуманное, где бы вам и нам всем жилось хорошо. Главный вопрос – философия, как людям жить вместе. Неужели единственный ответ – это суровая, бешеная, какая-то диктатура, царская такая, над нами, над всеми, одна воля? Мы что, муравьи, что ли, с вами? Мы же люди. Подумайте, друзья, ё-моё. Я понимаю, что вот эта любовь нынешняя к Сталину, она просто отражение недовольства нынешней властью. Поэтому нехитрые умы такие, они ищут выхода из этой ситуации, раздумывая о судьбах нашей Родины. И приходят к одному и тому же. Всех мочить. Все. Ладно, раз не получается, хотя я вам заготовок наделал, и вроде не должно было быть. Звук у видео очень громкий. Но вот звук у видео я могу убрать. Может быть. Я просто хотел слышать то, что говорят, и комментировать. Если бы я вывел это на колонке, я так понял, ноутбука, у вас бы было эхо. Я не думал, что AirPods дает тоже эхо. Ладно, давайте тогда будем говорить о жизни и отвечать на ваши вопросы.
Жалко, что не слышно. Я тут так старался, так изучал сегодня ютубы, чтобы повставлять вам видео. И непонятно почему эхо. Ну, я обещаю вам, разберусь ко второму, третьему видео. Знаете, что мы с вами не обсуждали еще и что мне беспокоит? Ведь люди в каждой нашей стране очень сильно зазомбированы. Вот у них нет чувства своей какой-то национальности. У них эхо еще Советского Союза, которое через госпропаганду рассказывает, оно очень-очень большое. Вот я понимаю, что те, кто болеют и страдают за совком, их вообще не переделать. Потому что сделать, если у нас идет война? Все прекрасно знают, кто агрессор. Все прекрасно видят количество горя, которого произошло. И у нас за кума Путина голосует 20%. Поэтому, когда я опубликовал вот эти документы 5 дней назад про то, как пытаются, какие планы у России, которые инсайдер опубликовал, и как они хотят войти в политическую повестку дня Беларуси, я вам могу сказать, это вполне реально. Если в первый вечер мне писали, где ты взял, это фейк, то сейчас вы не найдете ни одного телеграм-канала, ни одного блогера, кто переживает за Беларусь, который бы эти документы не откомментировал. Меня единственно порадовало, что я это сделал раньше всех почти на неделю. Вот. И в принципе мое мнение 5 дней назад совпало со всеми. Я сегодня смотрел, как Макс Кац эти документы комментировал. В принципе у нас получилось как-то слово в слово. Я впервые не досмотрел, потому что я это уже 5 дней назад все рассказывал. Вот. И когда... Ведь Россия что будет пытаться добиваться? В этих же документах сказано, что протестное настроение настолько большое, что Лукашенко в любом случае не воспринимается у людей. И абсолютно четко будет выходить партии, которые будут говорить: Лукашенко плохой, но быть как бы пророссийскими. Это они писали в октябре. Они не понимают, что уже люди становятся умнее и отворачиваются от России. Они понимают, что те просто перед 24-м годом, когда очередные выборы диктатора Пу, ему нужна новая победа. Ведь посмотрите, перед каждыми выборами он великий собиратель земель русских, делает какие-то войнушки перед своими выборами. Вот я пока вспомнил, прервусь. Есть такой блогер Горный. Когда аннексировали Крым, он на Эхе Москвы российской единственный, кто писал очень огромные посты, рассказывал и радовался, что Крым отошел, и теперь он заживет, и газ будет бесплатно, и все будет бесплатно. Я тогда сейчас не буду вставлять Росеха, но я хотел с вами вместе посмотреть. Он вчера выпустил плачущее видео. Какой пипец пришел к Крыму. Как все стало плохо. Как на нас забили. Нас вообще не слушают. Уничтожают всю природу, обносят все бетонными заборами. Олигархи тролливали, тут все строят, и на народ вообще клали. Вот то, что делает русский мир. Он не притягивает к себе, как все хотят, в Евросоюз, потому что там нормальные законы, да, у всех есть свои проблемы. Нет границ, свободное перемещение там товаров, свободное перемещение людей. Ты путешествуешь, смотришь, живешь там, живешь здесь, но у тебя работают законы. Ведь вы обратите внимание, русские олигархи бегают судиться в Лондон. Они не судятся у себя на родине, потому что знают, что судебная система отсутствует. По поводу судебной системы, там же в России
вчера приняли закон, что уже физические лица инагентами являются, которые там, неважно, блогеры или нет, и сегодня уже 7 физических лиц несли каких-то блогеров, что они иностранные агенты. Теперь, если где-то их упоминают, надо говорить, что это иностранный агент. Потому что он не любит Путина, значит, он иностранный агент. Так, вы, наверное, уже кто-то слышал, кто-то нет, расскажу историю. Несколько лет назад в Калининграде была свадьба. И на свадьбе напился, а там были гости, оно ж так оторвано чуть-чуть, из Литвы, там, из Прибалтики, из-за границы, из России были гости на этой свадьбе. И там напился один ФСБшник, бегал и рассказывал, какой он крутой ФСБшник. А потом, когда рассылали свадебные подарки, эти фотографии разослали всем, и в Прибалтику разослали всем. И кто-то там в Фейсбуке откомментировал: о, это тот пьяный ФСБшник. Результат. Вчера эту молодую пару, которая поженилась, ее приговорили к 14 годам заключения, а парня к 13 за раскрытие государственной тайны этого ФСБшника. Я думаю, что Россия будет бежать в сторону Северной Кореи еще быстрее. Ну, я включу ролик, еще один раз попробую, как вы пишете. Вот, например, вот этот. Я постараюсь тогда помолчать, или же я даже, может быть, отключу свой наушник. Вот, сейчас попробую отключить свой наушник. Например, вот этот. Вот у нас уже зарплата, откровенно говоря, по стране не маленькая, средняя, которую взять, допустим, она позволяет приобрести существенно большее количество бутылок, чем, например, средняя зарплата советского периода. Ну вот вы сами посудите. Я, значит, зарабатываю 140, жена 100. Всего 240. Это как-никак, а 80 пол-литровок. Московских. Ну, как же жить можно, да? Теперь считай. За квартиру платить надо? Надо. 3 пол-литра долой. За свет 2 пол-литра. За телефон 1. Вот оно и выходит, что на жизнь больше чем 74 бутылки не остается. Средняя зарплата была там где-то 180. Так тоже с эхом, да? К моменту распада Советского Союза можно было купить существенно меньшее количество бутылок, чем на среднюю зарплату сейчас. Она к концу года будет 24 тысячи. Можете просто легко разделить, значит, на, естественно, дешевую, так сказать, какую-то водку, значит, и вы получите гораздо большее количество бутылок. В прошлый месяц я бутылки сдал, телевизор купил. Сейчас буду на сервант собирать. Я больше Ну, всего а как же? смеюсь. Все эти Медведев бутылки меряет существенно уровень жизни подешевели по количеству к самой дешевой зарплате, водки. которую люди получают. Рыба! Тут же почему я хотел отдельно посвятить России, вот, а сейчас у нас я и читаю, и экспериментирую, идет солянка, поэтому все у меня набежало вместе. Медведев, бывший президент Российской Федерации, довели и разграбили экономику до такого уровня, что он рассуждает о благосостоянии граждан, меряя количеством бутылок водки, которых можно было купить тогда, и что сейчас можно купить на эти деньги, на средний уровень зарплаты. То есть отношение к людям такое, что вот если они зарабатывают в месяц условно 50 или 80 эквивалент бутылок водки, то есть все, значит, больше им давать не надо. А как тот ролик, сильно было слышно эхо, да? Очень жалко. Ну, если эхо есть терпимо, у меня просто есть еще очень 3 классных ролика, я бы очень хотел с вами поделиться. Если вы смогли бы свое эхо победить и их услышать, я бы вам включил, конечно. Ну, давайте попробуем. Я к чему подводил?
Россия не притягивает тем, что живет хорошо, и у нее все живут хорошо, но притягивает только силой, либо разговорами, скажем, нехорошими, очень агрессивными. А ведь абсолютно во всех наших странах везде кто правит? Коррупция. Так, сейчас у меня тут, вы в чате исчезли, секундочку, простите, пожалуйста. Я учусь, потом возьму себе какого-то модератора, пусть выводит, мне будет легче с вами общаться. Но зато так по-настоящему и так живу. Смотрите, проблемы наших стран, но мне больше всего нравится пример, который вчера парень привел по России. Можно читать. Все же помнят полковника Захарченко, у которого в квартире нашли горы денег. Там у него было 9 миллиардов рублей. Это 139,5 миллионов долларов. У полковника ФСБ Чекалина нашли 12 миллиардов рублей. Это 186 миллионов долларов. У сенатора Арашукова нашли 40 миллиардов рублей. Это 680 миллионов долларов. Получается, у всех троих нашли 945 миллионов долларов. При этом стоимость разработки космической программы Илона Маска Falcon 9 составила, внимание, 850 миллионов долларов. Ой. То есть у 3 только чиновников, и то в рядах полковники, находят миллиард наличными. Вы представляете, сколько таких чиновников вообще по всему СНГ? Ведь 30 лет они грабят. Ведь я сегодня ехал и думал, вот мы там закрыли еще один бизнес. Вот с Нового года закрываем, как ни печально, еще один бизнес. У нас были там станции СТО по грузовым машинам. Вот, потому что не сошлись мы с арендаторами, они не хотят ценник сбрасывать, а и цепная реакция идет. Тот бизнес, который начался сыпаться, пошли цепочки неплатежей, и сейчас к весне будет повальное банкротство, потому что у людей у всех денег меньше. Так я к чему? Что самый сейчас выгодный бизнес — это быть, наверное, чиновником. У тебя никакой ответственности нету. И ты чувствуешь себя лучше всех на свете. Потому что ты государственные деньги распоряжаешься ими как своими, грабишь и все. Я вот совершенно недавно окунулся в тему Казахстана, когда эти придурки начали выступать, как Федоров, и рассказывать, что Казахстан — это территория России и должна просто войти в состав и все. И быть там Татарстаном. Я начал общаться со многими ребятами с Казахстана. Я, конечно, обалдел. У них там еще диктатор мама дорогая. Кроме того, что он держится 30 лет, он уже отстроил конкретную систему. Если в России это кооператив озера и все держится на силовиках, то этот уже просто семейный клан. Кум, брат, сват, дочь, жена. С кем поругался, с кем поссорился, отравили, убили. Все запрещено, ничего нельзя. Выборы, судя по всему, я там понимаю, ну, мне обещал один очень сильный оппозиционный блогер и политик Казахстана сделать со мной стрим. Вот я как раз учусь, потому что я ему говорю, можно я запишу с вами интервью, поговорим, что у вас происходит. И он, видать, совсем оппозиционный, ему страшно, говорит, нет, мы под запись не даем, мало ли, как вы порежетесь, будет только прямой эфир. Но я ему говорю, я поучусь делать прямые эфиры, после этого запишу интервью. Потому что в Казахстане мы-то не знаем, от нас это далеко, но там 10 января выборы. И там уже сейчас обсуждается, что 10 числа выходит вся страна. Уже с планами в каждом городе, кто куда идет, где какое будет происшествие. Поэтому я думаю, что сейчас будет и Белоруссия весной решать свою судьбу, и Казахстан, и кровавый диктатор будет поддерживать все режимы. А если
официально поддерживать, то делать все, чтобы забрать эти территории, либо разжечь там войны и как миротворец зайти. Сегодня я когда готовился, думаю, что же вам рассказывать, хотя я сейчас не знаю, как-то все льется, как будто я вас, не знаю, с вами за столом сижу и общаюсь. Я впервые за 15 лет зашел и почитал прессу Российской Федерации. Ну, политика мне понравилась. По-моему, Правда.ру пишет. Вот там какие-то журналисты взяли интервью в Киеве, как они относятся к революции в Беларуси. И там просто идут комментарии пропаганды ОРТ. Он хозяйственник, он колхозник, он поднял страну из руин. Все эти революционеры плохие. Потом 1-2 пишут. Мы сочувствуем людям Беларуси. Опять какие-то нормальные комментарии. Потом 3 подряд и притом с надписью анонимный, анонимный. И опять. Мы за СССР, у нас тут все развалили. Я вам могу сказать, у нас этого нету. То, что это есть, это в кругу вот этих 20% фанатов Медведчука, Путина, но они есть железобетонно в каждой стране. Потому что если официальные данные по отравлению Навального говорят, что 30% россиян считает, что он себя отравил сам, то каждый третий. А 15% говорит, это его отравили в Германии, то очень тяжело этой стране будет избавиться от своего диктатора. Я пока не представляю. Мне очень жалко тех людей, которые живут в 21 веке, и у них нормальное мировоззрение. Я думаю, что среди предпринимателей их больше, они там мир уже видят, они путешествуют. Но если там зажмут гайки, а их зажмут и изолируются от внешнего мира, то это печалька. Так вот, я открыл эти газеты, потом захожу на Известия.ру, по-моему, нажимаю кнопку новости. И там такая большая статья «Международная политика этого года Российской Федерации». Мне так было смешно. Значит, пишут примерно следующее. Мы отошли от агрессивной политики во внешний мир. Мы вели себя достаточно спокойно. Мы поняли, что нам в следующем году надо изолироваться и жить самостоятельно. На Европу больше надежд у нас нету. Но мы приобрели шикарного друга Эрдогана, который неожиданно в этом году стал великим политиком. И то, что он, по-моему, в 15 или 16 году прошел красную линию, сбив наш самолет, мы с ним это все утрясли. Зато с помощью него, ребята, зайдите, Известия.ру, с помощью него мы наконец-то завели войска на Кавказ, которых там не было 30 лет. У меня отвисла челюсть. Ну, мы все понимаем, что это все согласованные были действия. Но такое писать, это, конечно, ужасно. Друзья, я сейчас попробую прочитать ваши вопросы, потому что тут такая лента бежит, что надо ж хоть с вами поговорить. Оля, привет. Всем привет, ребята. Спасибо за доверие, что вы на мой черновик в таком количестве комментируете. Я не успеваю читать, лента сыпется. Так, ну, я смотрю, у вас там свои дискуссии. Я вам включу одно видео. Сейчас я постараюсь убрать звук. Может быть, я даже вот так. Я свои уберу наушники,
чтобы вас не отвлекать, может у вас будет без эха тогда. Сейчас мне скажете, будет у вас без эха или нет. Мы с вами никогда не общались на тему ковида. Я всегда считал, что YouTube, я первые ролики посвящал очень сильно этой проблеме и видел, что меня блокируют, потому что непроверенная информация, рассуждать об этом вроде как сильно нельзя, но в самом начале, скажем, я проникся этой проблемой очень сильно. И проникся после того, как блогер «The Люди» Лядов попал в Китай, в самый центр, когда Ухань закрыли. И когда у нас тут были только разговоры, он сделал офигенное видео, как Китай с этим боролся. Как то, что мы видели по ТВ-картинкам, это только 50% того, что происходило внутри. Как он добирался в Китай, как пустели эти города по 20 миллионов. И по итогу Китай сейчас, все ночные клубы работают, все дискотеки работают, а весь мир мучается. И у нас же все правительства гордятся. Где-то врут статистикой, где-то не врут. Вот. Мы свою тещу заставили уволиться, ей уже за 60. У нее диабет, она работала в этих отделениях, слава богу, не заболела. Мы ее временно заставили уволиться, хотя полгода уговаривали. Я вам хочу показать одно видео, как в Америке несчастной, где уже погибло больше 200 тысяч, я уже давно не стрел, наверное, может уже и 300, как у них относятся к ковиду. Как Америка относится к людям, которые заболели ковидом? Сейчас расскажу свою историю. Нам домой пришла на второй день вот такая посылка. Давайте посмотрим, что в ней. Маски, влажные салфетки, вот такой странный градусник. Я так понимаю, это на палец измерения пульса. Санитайзер, очень странный градусник. Каждый день, когда мы болеем, нам звонят и спрашивают о нашем состоянии. Также у нас спросили, если мы нуждаемся в отеле, то есть можно бесплатно получить отель и жить в нем, пока ты болеешь коронавирусом. Точно так же спросили и про еду, если нам нужна доставка бесплатной еды. Неважно, в какой стране вы живете, напишите обязательно в комментарии, что государство вашей страны делает для вас, если вы болели или болеете коронавирусом. А я ничего не говорил, я хотел проверить, будет ли вам, просто слышно. Потому что если слышно, значит я уже буду знать, как это делать. Я шучусь еще. Видите, с 6-го видео получилось видео без эха. Но слава богу. Так, мне надо собраться с мыслями, прочитать. Я хочу белорусам. Это специально для вас, пока я прочитаю ваши сообщения. Ага. Все. Если эха нет, значит я уже научился делать без эха. Теперь я научусь делать тише. Я уже увидел, где эти полосочки бегут. И если я в конце ролика смог чуть приглушить, то это хорошо. Знаете, мы с вами обсуждали музыкантов, которые поддерживают. Я очень рад, что для кого-то, кто не видел, посмотрите, каких я ребят открыл 2 недели назад, белорусов, с песней про революцию, когда у них было, я им написал, когда у них было 100 просмотров, сегодня зашел, посмотрел 35 тысяч. И у меня на них посмотрело 50 тысяч. Они очень талантливые, очень любят Родину. Я только надеюсь, что их за это не привлекут к ответственности за такие откровенные песни. Еще есть один очень великий
для меня музыкант, актер, нет, наверное, все-таки музыкант, певец, который во время аннексии Крыма и войны на Донбассе повел себя мега-человечищем, мега-человеком, который к нам приехал и поддержал единственный, и на которого началась в России сумасшедшая травля, которому запрещали концерты, которого на всех телеканалах рассказывали, что он бандеровец-фашист, которому, ну, я думаю, ему очень сильно испортили жизнь. И у него очень классная есть песня про Беларусь. Он очень великий, поэтому мне надо все-таки почитать пару сообщений. Я хочу, чтобы для тех, кто не слышал, как Макаревич посвящает песни сразу же на 5-й или 10-й день после 9-10 августа, и что он с помощью слов, какие умные вещи говорит. Вот я хочу для тех, кто не слышал, чтобы вы обязательно прониклись этим человеком, потому что для Украины он герой. Он в России пошел против системы. Скажи мне, архангел, ОМОН Атлант, закованный в латы, как звездный десант, до ужаса вооруженный, зачем ты такой наряженный? Я знаю, зачем тебе рация, каска и едкий в баллончике газ. Скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? Возможно, что ты перед внутренним взором рисуешь себя ослепительным Зорро, который по факту готов мочить неразумных врагов. А может быть, маска нужна для страстки, чтоб знали, что люди, надевшие маски, порядок пришли защитить и вовсе не склонны шутить. Наверное, все так. Только я полагаю, задача у маски немного другая. Она, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно и больно и жалко лупить безоружных резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же давать показания, ответствуя перед небесным Отцом. Ты маской уже не прикроешь лицо, там способов спрятаться нет. Когда призывают к ответу, и не подымая на Господа глаз, ты будешь бубнить, выполнял, мол, приказ, вопросы к комбату, мол, к бате. Но этот ответ не прокатит. Было слышно без... Не, ну когда по поводу воинов света, да, это тогда стала песня Майдана. Ну, она именно стала, когда на кадры Майдана наложили его песню, да, это, не знаю, я, наверное, эти видео и песню раз 100 смотрел. Вот, ну, у вас есть, я сегодня попал на блогера, Кутусь или Кустусь, который в чат-рулетке общается. Мы это проходили, когда наши, скажем, патриоты, которые высокообразованные, которые очень сильно знают историю, троллили и в прямом эфире чат-рулетки записывали, выкладывали на YouTube, ложили это все в интернет. И я сегодня Кустусь или Куктус, может, Кастусь, да. Я сегодня просмотрел, наверное, его роликов 10. Ну, знаете, даже я для себя некоторые исторические моменты открыл, где теперь картина немножко по-другому складывается. Ну, я к чему? Во-первых, подпишитесь, он там, получите море удовольствия, он иногда такие шутки отгибает, и у него, конечно, ну, очень классные видосы. Учит, почему России не надо захватывать Беларусь, очень круто.
Так вот, он вчера встретился с нашим блогером патриотическим, Ридна Краина, по-моему. И впервые он высказал все, что он думает про Беларусь, про революцию. И он, оказывается, тоже сидел, политзаключенный был. Про всех абсолютно политиков. И там он меня очень удивил Сергеем Михалком, как там правильно. Вот что написал «Воин света». Его к нему отношение. Посмотрите, я не хочу путать его слова. Но скажу, что он сказал. Это человек бизнеса. И вроде запрещен в Беларуси, а там когда-то, оказывается, выступал, когда был под запретом. Ну, удивил он меня. Он мне по-другому совершенно про него рассказал. Хотя сейчас у нас он выступает, ездит. Даже в карантин у нас там есть бизнес-клуб. И ребята сбрасывали. Недавно были где-то на его концерте. Там, с ним фотографировались, радовались. Он их развлекал, поет. Ну, то есть он, Костусь, сказал, что он больше бизнесмен, чем патриот. Вот, что меня очень удивило, потому что я считал его песни, что он патриот, он в изгнании, Лукашенко его щимит, так Костусь так удивил. Посмотрите, очень интересное видео, очень многие вещи, почему революция пошла по тому пути. Он очень, кстати, скажем так, расклепал очень жестко в этом интервью всю политическую команду, которая сейчас есть сверху, назовем ее координационный совет, и всех, кто сидит. Он всех. И очень так аргументированно. Мы можем с ним соглашаться, можем нет. Но какие-то вещи, доля правды в них есть. Он до сих пор говорит, а почему? Он говорит, вот вы, Украина, вы вышли с идеей, мы хотим когда-то прийти и вступить в Европу, быть членом Евросоюза, мы хотим в Европу. Говорит, а какая идея у нас? Говорит, только свергнуть Лукашенко? А что дальше? А куда мы будем идти? И очень классно он рассуждает, посмотрите. Мы можем, опять же, говорю, какие-то вещи мне тоже не пересекались, я по-другому смотрю. Но то, что человек любит очень сильно свою родину и предан, это факт. Вот когда наступают самые сложные времена, вот такие ребята родину в первых рядах идут защищать. Он там вообще издевается, конечно, у него иногда троллинг за гранью. Он на немецком начинает с русскими разговаривать. Хотя он говорит, что он свободно владеет 4 языками. И говорит, ну вот он вел свой стрим совершенно свободно на белорусском. Наш парень на украинском. Я сижу, абсолютно все понимаю одного и второго. И я очень рад, что мы настолько близки. Так, вижу. Ну, видишь, кто-то говорит, пес, я ж не знаю, я посмотрел только про него, как он говорит про историю. Есть в этом логика. Я могу сказать, что в словесной перепалке он совершенно спокойно, очень хорошо ориентируется в том, что было именно в истории Республики Беларусь. Где-то он может быть очень жесток, и его можно не понимать, но я скажу так. Когда наступит критический момент, такие видео, они идут только на пользу, потому что когда ему говорят, Беларусь, мы вас кормим, и вы там иждивенцы, он говорит, чем вы нас кормите? И ему из всех аргументов, ему в 5 роликах рассказывают, что мы вам даем газ, вы там все нищеброды, вы кроме картошки ничего не умеете, и только нашим газом кормитесь. И то, как он очень, назовем так, аккуратно, вежливо доказывает, что вы идиоты, мне смотреть приятно.
Ну да, я про это говорю. Я сегодня посмотрел много роликов. Алкаева я не знаю, друзья, кто это. Нет, до политики, поверьте мне, очень далеко, я не собираюсь. Хотя я думаю, что вот пока у нас еще есть, скажем, большая прослойка населения, которая смотрит телевизор. Вокруг этого телевизора, понятно, все эти олигархи, эти правительственные вещи начинают создавать YouTube-каналы, телеграм-каналы, строить пирамидки, да, денег у них больше. Но люди начинают прозревать и начинают выходить в интернет, какие-то свободные люди, и у них реальный шанс через сарафанное радио как-то потом о себе заявить. И я верю, что вот придет время, через лет 10, не раньше, когда будущих, не знаю, там, депутатов, будущих президентов будет формировать из интернета, скажем, будут выбирать больше. Потому что поколение меняется, телевизоры отходят. Даже тот же телевизор можно смотреть в Ютубе. А когда ты смотришь этот канал, тебе советуют еще один ролик. И ты посмотрел один взгляд, второй, третий, и глядишь, где-то начинается у тебя по-другому думать голова. И я уверен, что телевизор отомрет, и выборы в будущем будут формировать люди мнений в интернете. Хотя сейчас их туда очень много заходит. Но я вам могу сказать, если раньше у меня дома-то телевизоров много, но кроме мультиков ребенку там абсолютно ничего не показывает, потому что, наверное, последние лет 8 твой телевизор и твой весь основной ресурс это стал телефон. То есть у меня в телефоне все. И по сути дела YouTube это твой телевизор. Там есть все. Перед сном посмотрел, любые новости, нарезки, сборки какие-то надо, любую передачу в записи увидел. Сбился, простите, с мысли, прочитал. Спасибо всем, кто говорит спасибо. Вот. И вот так вот мы же друг друга находим. Вот так появляются там где-то контакты, там связи, там мировоззрение. И мы понимаем, что мы в своих взглядах не одиноких. Потому что меня это можно и к Украине отнести, и в принципе к любой нашей стране. Какие у нас 3 самых главных проблемы? У нас проблема, все сейчас к власти приходят на борьбе с коррупцией, но это касается нас. Коррупция проблема номер 1. Нас разрывает на 2 фронта. Вы должны либо бежать туда, либо должны бежать сюда. И у людей как бы нет какой-то национальной идеи. Вот было бы классно, когда, вот я даже сторонник, чтобы больше предпринимателей приходило к власти, которые уже зарабатывали, и которые уже в голове им уже не надо. Хотя мы так выбирали Порошенко, думали, что ну, у человека есть 2 миллиарда, но зачем тебе больше? Все, объявил борьбу с коррупцией, ты войдешь в историю на всю жизнь, и все будет классно. Он в итоге дело сделал хорошо, что касается там работы на иностранных фронтах. А что касается коррупции, потоки перенаправили, передеребанили, все. Просто люди, скажем, на бытовом уровне это не знают. Бизнесмены же знают, что проходит определенное время, идут гонцы. И полгода, и все восстановилось. И все плохо, скажем так. Вот. То я бы хотел, чтобы самое главное, это национальная идея, это работа с экономикой. Вот я вам про ролик про Китай, очень много отзывов было. Ведь я оттуда летел с мыслью, и что еще доносил друзьям, что, ребята, вот если мы заходим в супермаркет, это, я думаю, практически в любой нашей стране, вот мы можем идти по полкам, неважно, бытовой химии, там, перчатки какие-то, целлофановые пакетики, еще что-то, еще что-то. В 90% товаров мы переворачиваем, и там будет made in China. Это говорит о чем?
что абсолютно любое производство мы можем заносить и переносить в наши страны. Мы можем развиваться очень сильно. Кроме IT-сектора, что у нас самый умный, но все равно надо открывать производство, надо строить свою экономику, чтобы рабочие места. Больше будет рабочих мест, больше будет конкуренция, больше работодатели будут платить, чтобы персонал забирать. Ведь у нас на высокотехнологических предприятиях, даже те небольшие, которые есть, мы с одним очень богатым человеком это обсуждали. Он говорит, я вынужден платить зарплату больше, чем в той же Польше и Чехии. Потому что если я ему дам точно такую же зарплату, как там, 1500-2000 евро там какому-то специалисту, инженеру или технологу, химику, говорит, при равных деньгах он не будет в Украине. Потому что у нас светофор там где-то не работает, дорог нету, безопасности нету, непонятная ситуация и тому подобное. А в Европе у него есть все. Безопасность, спокойствие и все остальное. То я должен давать ему больше, чтобы вернуть к себе на производство этих специалистов. И вот чем больше будет крутых специалистов, тем мы больше сможем вернуть наших людей к себе на родину. Они же уезжают, потому что они понимают, что жизнь дается один раз. И тебе хочется что-то своим деткам оставить. И тебе хочется ее достойно прожить. Если тебе тут не дают возможности самореализоваться, если ты можешь открыть бизнес, а к тебе придут его отнимут, то как-то не хочется. Тебе хочется иметь стандартные правила игры. Потому что тебя же на ровном месте могут покусать. Ведь сколько у меня вот друзей открыли тот же бизнес в Польше. Первый раз, когда мы там на одном бизнес-форуме каком-то встречались, я говорю, ну как там налоги, как сюда? Он говорит, Саня, налоги все выше, все выше. Я говорю, а как же вы выживаете? Он говорит, а потому что налоги платят абсолютно все, до одного человека. Если у кого-то кум работает в налоговой, у него нет преимущества в ценообразовании, что он не платит. Платят все. Но больше всего, говорит, меня удивило, что у него там просто есть и в Германии, что в Польше, говорит, налоговики, как и в Германии, говорит, они тебе приходят помогать. Говорит, мы заплатили какие-то налоги. К нам приходят поляки и говорят, налоговики, уважаемые, вы заплатили больше, столько не надо. Давайте, либо мы вам вернем, либо будет на год рассрочка, мы вам там учтем наперед, но вот здесь считайте так, это вы не так посчитали, платите по-другому. Когда в мозгах еще простых людей, ведь как даже читаешь комментарии в половине, предприниматель, это спекулянт, это такой плохой, то, что в Советском Союзе внушали, что не должно быть частной собственности и тому подобное, не должно быть бизнеса. А если есть, то одни какие-то непонятные форсовщики. Только сейчас вот ты ж возьмешь любую, не знаю, там, возраст, не буду возраст обижать. Короче, старшее поколение, для них будет бизнесмен или предприниматель, это вор, либо спекулянт, ничего не делающий, ничего не производящий. Абсолютно никто не понимает. Вот у нас есть там бизнесы от самых маленьких, как мы запускали там какие-то кафешки. Даже этот маленький бизнес, это тоже настолько геморрой, потому что если у тебя там работает 10 человек, это тоже за каждым этим человеком своя судьба, свои дети, свои отношения, внутри коллектива свои отношения. Ты должен быть и экономистом, и математиком, и психологом, и все это клеить. Иногда ж не все клеится железной рукавицей, иногда надо с людьми находить человеческий язык, потому что я не сторонник, скажем, громко говорить. У меня есть партнеры, которые громко говорят. Я пытаюсь всегда с человеком найти общее мировоззрение и объяснить по-человечески, где не прав, что надо сделать. И тогда бизнес лучше работает, когда есть у тебя с твоими сотрудниками какой-то элемент доверия, порядочности. Потому что, обидев один раз человека, он же эту злобу пронесет с собой далеко. И где-то через год тебе аукнется. Зачем? Если вы
по-разному смотрите на мир, разойдитесь сейчас. И пусть он идет там, работает, а ты бери себе коллектив, с которым тебе классно не только работать, а еще и, скажем, вы на мир смотрите одинаково. Так, что-то я разговорился, друзья. Наверное, это уже ровно час прошел. Я вас уже замучил. Давайте тогда для эксперимента, наверное, хватит, потому что я, судя по всему, что-то мне так пошло, как на исповеди какой-то перед вами. Вот. Мы закончим нашими любимыми словами. Хороших людей больше. Живе Беларусь. Слава Украине. Алга Казахстан. Там спрашивали, почему мы начали говорить «Вива Испания». Не, в Испании, наверное, все хорошо, так подписчики попросили. Не забывайте говорить «Вива Испания» и «Олга Узбекистан». Друзья, если что-то не получилось, первый брак, не обижайтесь. Я вам обещаю, мы обучаемся очень быстро. И если нам это интересно с вами, то у вас будут через несколько месяцев самые лучшие стримы. Я могу себе позволить посадить рядом и модератора, и оператора. Но я не знаю, как я буду в присутствии там каких-то людей говорить. Мне гораздо комфортнее, честно вам сказать. Вот здесь я еще не научился эхо делать, а вот здесь научился. Вот видите, с 5-го или 6-го видео уже научился делать их. Я всех обнимаю. Огромное спасибо. Я тут вроде плохих комментариев особо не заметил. Я очень хочу, чтобы наши все страны свергли всю эту мафиозную группировку. Мы построили какой-то, не знаю, назовем его Евросоюз-2, где свободное перемещение товаров, все границы восстановлены, свободное перемещение людей, все дружат. И мы все равно все по книжкам знаем, пройдет время, не знаю, 100 лет границ не будет. Так чего нам ждать? Но сначала надо свергнуть всю мафию. А у нее очень много денег и очень много автоматов, поэтому надо объединяться. Всем пока, огромное спасибо.